дед говорил, что никогда нельзя планировать. Если это планированное чего-то. Тосты почему говорили? Да? Тосты шифровали людей. Ты вставал, на тебя вся была сконцентрировано внимание. Ты должен был что-то сказать от себя, свое мирозрение, что у тебя на сердце. И говорит, это искусство как раз, что-то сказать так спонтанично, но правильно и коротко, и передать это другому человеку. А ты любишь вот ковер? Чувствовать Сейчас ковер? мы попробуем. А все-таки ресторатор или винодел? В мечтах всегда виноделом был. Но первое дело, которое меня к этому привело, и к этому вину, и это все-таки это ресторан. Все-таки это Руссико. С чего все начиналось? Со стадиона из ржавого контейнера Майерска в аллеях с вьетнамцами и с разных еще стран, интересными людьми. Мы там готовили все вместе. Такой был первый эксперимент. Я готовил в очень интересных домах. Частные такие маленькие приемы устраивал. А потом в один прекрасный день я попал в это здание, и я сказал, что здесь должен быть наш ресторан. Мы с мамой пришли, мама покурила сигарету еще в той части. Выпила кофе и сказала, что да, можно. Первое начало мечты нашей. И эта мечта каким-то чудом, какими-то сплетениями очень интересных обстоятельств очень легко удалась. А почему Русика? Ну, это имя вашей мамы. Сразу ли пришло это название в голову? Это заслуга моей супруги Ольги, за что я очень, во-первых, лично, да, это очень мое, и за это очень благодарен. А маме мы скрывали это как могли до последнего. Одни говорили, что это ассоциируется с какими-то русскими корнями, другие чего-то, третьи. Но это носит такое тепло и такую энергию в себе. Все, кто знает Руссико, кто нас знает, абсолютно у них первая ассоциация с той моей мамой. И даже те, которые уже ее не видели, они тоже это уже воспринимают, что это вот одно целое. Если бы не ресторанный бизнес, то где бы вы сейчас были? Может, строил бы дома, может, интерьеры бы создавал. Не знаю. Я говорю, это мне принесло жизнь. Очень интересный момент, что мое вино пьют люди, которые, например, совершенно не переваривают красное вино, и они страдали с этого, или уже с этим смирились, что красное вино не-не-не, потому что они там краснеют, у них какие-то появляются эти пятна и так далее. А у моего вина нету таких черт. Это как ребенок. Начинаешь это, и ему опека нужна такая же. Вот сначала очень интенсивная, круглосуточная, потом все реже, и потом ему даешь бутылку, и ему даешь свободу, то есть отдыхает и ждешь, что с этого вырастет. Что здесь делают ковры, и я думаю, что у вас их столько много, и на это есть какие-то свои причины. Я думаю, что с ковров У меня был сосед, азербайджанец, его звали Хашим. Я его очень сильно помню. У меня вообще яркие соседи были в Тбилиси. Я родился и вырос в очень старом районе Тбилиси, где жили все нации практически.
я любил к нему приходить. Моя мама его и его жене постоянно какие-то уколы колола. Так что надо было к ним прийти. И у него был большой балкон, и на балконе постоянно круглый стол. И постоянно стол был накрыт чаем и разными вареньями. И у него были очень много ковров. Очень много. Он торговал коврами. Я подсматривал мою соседку, как она ковры мыла. Это тоже помню. Ну, я сюда привез вообще 3 ковра продать и начать свой рестарт после Грузии и России. Эти ковры, один еще есть, один недавно продался. А здесь просто мы были в той части ресторана, а здесь был банк. И банк ушел. И я договорился с владельцами, и Ольга очень боялась этой инвестиции, потому что это больше метража, это больше денег, это все администрирование. И я сказал, что я очень красиво зааранжирую коврами, и эти ковры еще буду продавать, и это будет постоянная такая инсталляция этого зала, которая меняется. Вы чувствуете, что это для вас работа? Это прежде всего огромная ответственность. Все это. Мы можем по-разному это уже назвать, но это прежде всего огромная ответственность перед людьми, которые для нас, давайте тогда уже, если так, работают. Если в этом механизме один зубчик выпадет, тогда я за это отвечаю, и это все развалится. Где зарождается вино? Там, в Кисисхеви, в этой нашей винярне у моего деда. Назвали ее Элисбар, Марани Элисбар, 1918, потому что в 2018 я сделал первое вино. И это было 100 лет рождения моего деда. И мы так посвятили этому. Вино делаю вручную абсолютно. Это как мы это все всем рассказываем. И вот сейчас вот будет этот сентябрь, когда надо туда приезжать и абсолютно отдаться этому делу. Все грузинские белые вина, которые делаются таким способом в квеври, они такого цвета выходят. Белые вина, они же миллион раз фильтрованные, и потому они такие, ничего не остается. Сейчас очень интересная этикетка тоже у 19-го цваны, то есть белого вина, которое еще нету здесь в Польше, сейчас привозим ее. Эти квеври, если они будут в идеальном состоянии, они огромные, они вот 2-тоновые у меня, да, 2000 литров объема, и есть 1,5-тоновые. Если там одна маленькая бактерия какая-то прокрадется, это уже огромная проблема для вина. Когда все проходит через твои руки, даже вот последние штрихи, да, там этикетка и все, это круто. И потом очень интересное чувство, когда смотришь, как твое вино внутри 1000 километров от этого места, где-то в каком-то ресторане, да, в моем случае, в моем ресторане здесь, это открывается и наливается в бокалы, и это кто-то это пробует. Это страшные эмоции, и каждый день это. Достаточно любовь этому, и посвящение, и какая-то забота. Ну, естественно, те фундаменты вы читали, поспрашивали, у меня тоже есть консультанты, которые профессиональные виноделы грузинские, которые мне помогают, они мои друзья. Не могу не спросить по поводу пандемии, как она вас задела, потому что этот бизнес, Ну, кажется, это был пострадал более совершеннейший всего. шок, и мы так подышали глубоко и сказали, что себе тут надо было решать, мне и Ольге, и что мы
должны приоритеты сейчас просмотреть и действовать очень осторожно, что это не в наших силах, те события, которые кругом творились. Да. Никогда не надо плыть по течению, потому что по течению мудрый человек сказал, что только мертвые рыбы плывут. Мы даже сегодня не знаем, что будет завтра, хотя у нас планы большие и хорошие. Но мы пострадали сильно. Но удержались, потому что вот то же самое персонал. Да? Если бы мы этот став не удержали, мы бы опять не восстановились. Какие самые яркие трудности встретили вас на этом пути? Надо это подчеркнуть, что мы не начинали это как профессионалы. Ольга совершенно с другого мира и другой профессии, она антрополог. Я старался это делать, но это я делал совершенно по-своему, потому это хорошая поговорка от кухни. Вот там, что контролировать все это, и там, что функционировало это все. Это огромный труд и огромное знание, которое тоже никто тебе вот так вот просто даже не научит, или нету одной книги. Мы чувствуем себя частью дома, где мы хозяева, и к нам пришли гости. Но в вашей кухне тоже ходят легенды. Есть особенность небольшая, что там работают только женщины, верно? Не, ну у нас есть один бедолага, Георгий. Есть один. А так вообще да, кухня так сформулировалась с самого начала. Там мама заправляла этим всем, и ну так просто, наверное, тоже произошло. Всегда у нас один мужик был, потому что это тоже, опять же, сам бизнес показывает, структура, что это должно, хозяйство это показывает. Ну, на территории Варшавы довольно-таки много сейчас грузинских различных ресторанов, пекарни и так далее. Как удалось удержать марку? Ну, и как вы вообще относитесь к конкуренции? И ощущаете ли вы их своими конкурентами? Знаете, очень нескромно будет сказано, что я пока конкуренции у себя не вижу. Конкуренции я бы хотел. Почему? Конкуренция укрепляет, конкуренция мотивирует. Ничего в здоровой конкуренции, ничего плохого нету. Но изобилие на рынке того же, чего ты делаешь, это другое, это не конкуренция. Я бы хотел, чтобы было везде высокого качества, чтобы нас... Это исключение, 40-миллионовая страна нас обожает, приняла эту кухню, полюбила ее. Надо этим как-то не только гордиться, а надо это сейчас этим пользоваться и ухаживать за этим.